Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами своим вариантом изготовления наконечников для стрел. В данном случае стрел арбалетных для моего арбалета. Также хочу показать и рассказать, какие материалы были использованы, инструменты, ну и саму технологию изготовления этих наконечников. Значит, перед изготовлением я поставил перед собой 4 задачи, которые, надеюсь, выполню. Первое. Наконечники должны быстро сниматься и устанавливаться на стрелу. Второе. Не должно вноситься никаких конструктивных изменений в саму стрелу. Третье. Должна увеличится пробивающая способность стрелы. И четвертое — это свести сложность изготовления наконечников к минимуму, как можно проще. Давайте все по порядку. Значит, для изготовления наконечников по инструментам я использовал дрель, угловую шлифмашинку, болгарку с толстым диском зачистным. И для доведения использовал лепестковый диск с наждачной бумагой. Также мне понадобилось сверло 3,5 мм и мечик М4 для нарезания резьбы. По материалам я делал наконечники из шпильки 10-мм и из 10-мм прута. Саму технологию я покажу вам на пруте. Значит, для изготовления наконечника отпиливаем 5 сантиметров этого прута. Потом сверлом делаем по центру отверстие глубиной примерно 8-10 мм. И нарезаем на нем резьбу, насколько войдет в тело мечик. После этого я использовал клей момент. Немного клея капнул в отверстие и закрутил туда болт с резьбой М4. Плотно до конца закрутил и оставил там на сутки, чтобы полностью оно засохло. Я специально оставил гайку, чтобы потом, когда обрезал по той длине, которая мне необходима, не повредить резьбу. Если что, ее можно будет нарезать заново этой же гайкой. Далее, после того, как клей высох, зажимаем в тиски саму заготовку и болгаркой, шлифмашинкой, диском начинаем снимать само тело, сводя его к центру. Так делаем с двух сторон, она получается как плоская отвертка. Потом с тех оставшихся двух сторон, сверху и снизу. У нас получается вот такой вот конус. Обрабатываем сверху, снизу. Поворачиваем. Тоже сверху и снизу. Делаем острие. Далее, после того, как мы заточили, шлифуем этим диском лепестковым с наждачной бумаги, доводим его до блеска, ну, чтобы он имел хороший, красивый внешний вид. После этого мы берем стрелу с тренировочным наконечником и отмеряем расстояние, на котором мы должны обрезать этот болт. Он должен быть такой же, длиной должен быть такой же, как и
на тренировочном наконечнике. То есть делаем отметку и срезаем болгаркой или ножовкой по металлу. Далее, давайте теперь посмотрим, удалось ли мне выполнить те задачи, которые я перед собой поставил. Ну, первая задача — это наконечник должен быстро устанавливаться и меняться. Я думаю, я с этой задачей справился. Меняется он очень быстро. Выкручиваем спортивный тренировочный наконечник и вкручиваем неспортивный наконечник. Вторая задача. В конструкцию стрелы не должно вноситься никаких изменений. Ну, я думаю, тоже я справился с этой задачей. Стрела осталась обыкновенной тренировочной. Никаких изменений не вносилось. Пробивающая способность. Я думаю, эту задачу я тоже выполнил, потому как вес спортивного наконечника тренировочного около 8 грамм, вес этого нового наконечника 21 грамм. Ну и простота изготовления, это уже вам судить, я хотел бы услышать ваше мнение. По-моему, проще не придумаешь. Минимум инструментов, самые простые материалы, ну и минимум времени. При этом мы получаем, на мой взгляд, хороший, качественный, неспортивный наконечник. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и пишите комментарии. Всего доброго, до следующих видео.